Бирюзовый красавец, гигант, можжевельник. Сейчас даже и не верится, что при посадке 4 года назад он был всего лишь 80 сантиметров высотой. И тогда мне было совершенно ни к чему, что это 2 дерева, вернее, 2 ствола и 1 корень. 2 равноценных по толщине ствола идут прямо из земли и делят крону пополам. И это большая проблема. Во-первых, и это главное, для здоровья и жизни растения. 2 полноценным, красивым деревьям на одном корне не вырасти. Им просто не хватит питания. Снег, попадая внутрь, рано или поздно разломит крону. Во-вторых, сформировать из такого экземпляра узкую вертикаль, которая мне здесь нужна, невозможно. Поэтому, собравшись с духом, приняла решение пилить. Для начала убрала самые нижние веточки, чтобы оценить масштаб работы. Стало хорошо видно, что это одно растение, а не 2 можжевельника, посаженные в одну яму. Пилить придется у самой земли, очень низко, стараясь не оставить пенька. Ну что ж, перед смертью, как говорится, не надышишься. Посмотрим на растение в таком виде последний раз и приступим к работе. Выпиливать сразу весь ствол тяжело физически и опасно, поэтому буду убирать его по частям. Хотя я в такие моменты от волнения на таком адреналине бываю, что мне кажется, я вековую сосну одним махом свалю. Вот половина вырезана, и обратного пути нет. Как же жалко. Как же, ребята, жалко, что я не сделала этого раньше, 1-2 назад. Тогда эта операция прошла бы со значительно меньшими потерями. Продолжая резать, объясню, почему убираю именно левый ствол. Видите, у ног можжевельника растение со светло-зелеными листьями. Это лиана, лимонник китайский. Он должен увить собою всю металлическую опору. И если можжевельник с этой левой стороны не сможет восстановить свою шубу, ширма из лимонника прикроет все огрехи. Также у правого ствола, который я оставляю, более вертикальный рост, правильный, от самого корня. Максимально посрезала с удаляемого ствола ветви, чтобы его облегчить. При окончательном отпиливании мне нужно будет удержать его левой рукой и проконтролировать, чтобы он не рухнул и не повредил ни остающееся дерево, ни меня. Очень важен, конечно, в таких работах инструмент, особенно для девочек. Я вот уже 4-й год пилю все подряд складной пираньей от немецкой фирмы Гросс. Очень довольна. Бюджетный вариант, но пилит, будь здоров. Вот посмотрите, какой классный получился спил. Без ступенек на древесине, без задиров коры и уклончик от оставленного ствола, чтобы вода, не застаиваясь, скатывалась. Красота! Срез ничем замазывать я не буду. Хвойные сами прекрасно справляются, заливают раны, даже такие большие по диаметру, смолой. Основная работа завершена, самая тяжелая. Теперь нужно скорректировать форму оставшегося ствола. Вот это нижняя часть спиленного ствола. Диаметр. Здесь вот хорошо видно, как расположены ветки у можжевельников, угол отхождения ветвей. Так, вот что осталось у нас. Покажу снизу вверх. С этой стороны, конечно, лысовато.
Убрала маленькие сухие веточки, которые всегда имеются внутри кроны. Буду очень надеяться, что здесь проснутся почки по стволу, хотя дерево уже взрослое. Так, вот здесь вот видно, что вот эта ветка, она очень сильно отходит в сторону от ствола. Значит, я ее обрежу, вот эти ветки уберу. Вот эта развилка, вот эту наружу, которая идет ветка, уберу, оставлю, которая вот это ближе к стволу. И, скорее всего, еще подтяну ее вот так к стволу подвязкой. Дальше вот здесь видно, что вот идет конкурент очень сильный. Высокий. Я его укорочу. Дальше. Вот раздвоение ствола пошло. И получились практически равноценные дальше стволы. Вот еще разветвление. Вот нужно выбрать одного лидера, а эти укоротить. Один оставить из трех. И еще видно, что дерево немного кривоватое. Туда вправо наклонено. Притяну его эластичной подвязкой к опоре. Выровняю после формировки уже. Надеюсь, смысл этой процедуры понятен. Я укорачиваю всех конкурентов, соподчиняя их по высоте выбранной макушки. Режу переводом на ветку. На ускоренной съемке хорошо видно, насколько уже становится крона. Чем короче ветка, тем проще ей держать вес. Очень надеюсь, что благодаря моей обрезке со временем дерево научится самостоятельно держать снеговую и дождевую нагрузки, и мне не придется связывать его на зиму. С этой же целью шпалерными ножницами снизу вверх прохожу по всей кроне, укорачивая оставшиеся веточки. Это должно простимулировать спящие почки, заставить их проснуться, вызвать дополнительный рост и ветвление. Крона станет компактнее, плотнее, ровнее, а соответственно красивее. Кто-то наверняка скажет, было и хорошо так, с двумя стволами, что выросло, то выросло. Но сад – это не кусок тайги, это искусственно созданное сообщество, только имитация природы. Они здесь не насеялись самостоятельно, а посажены рукой человека. И раз уж мы взяли на себя такую ответственность, нужно нести ее до конца, помогая адаптироваться своим питомцам. Спустя 1,5 месяца после обрезки можжевельник чувствует себя хорошо. Все это время стояла очень жаркая, сухая погода. Никакого ухода, никаких обработок я не проводила. И иглы держат цвет с южной стороны. Не подсохли, не покоричневели. Мне кажется, ствол как-то даже запушился. Такое впечатление, что ветви подтянулись к нему благодаря обрезке и прикрыли стыдливо голодьбу. Вот эту ветку подвязывать не пришлось. Она как пружинка сама подтянулась и держится. И само дерево я, как и планировала, для выравнивания подвязала металлической опоре вот такой эластичной подвязкой. Также подняла лимонник. Вот такие канаты. Ими я планирую увить всю эту конструкцию металлическую. Здесь поднимется лимонник.
Будет очень красивый контраст листа лимонника. У него он модный, шартрезный, лаймовый, и бирюзовой хвои можжевельника. И в ножке можжевельнику уже приобретен многолетник Брунера. Таким серебристым, большим листом. Будет такой контраст по фактуре листвы, мелкая с крупным. Проследить за дальнейшей судьбой этого растения вы сможете, подписавшись на канал Дневник садовода. Спасибо за внимание и до новых встреч!